Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня поговорим на несколько более важную тему, чем белорусско-китайские отношения, влияние Пекина на Минск. Поговорим о новой геополитической конструкции, а именно о тесном сотрудничестве Москвы, Пекина и Тегерана в Евразии, которое, конечно, без сомнения повлияет не только на будущее нашей страны уже в 2020 году, но и вообще на, не побоюсь этого слова, судьбы мира. Дело в том, что в 2020 году произошло отчетливое оформление тесного этого взаимодействия трех стран, которое прошло через боевое крещение и убийство американцами генерала Сулеймани. В августе этого года вот это взаимодействие, в сентябре этого года, оно выходит на абсолютно неприемлемый для США и Израиля уровень. Дело в том, что в активной фазе находится подготовка, точнее уже завершение подготовки, фактически полного экономического вхождения Ирана в состав китайского экономического и не только экономического, но и военного партнерства, пространства с Китаем. Значит, после этого, в результате вот этого процесса, китайское влияние на Ближнем Востоке в рамках своей стратегии «Один пояс, один путь», оно будет простираться от Пакистана до Ливана, Сирии и фактически почти ликвидирует американский фактор влияния в Афганистане. Вот для вовлеченных наблюдателей очевидно, что для США это практически означает полную потерю контроля над Ближним Востоком. И также очевидно, что выхода у американцев всего два. Значит, поскольку союза с Россией им построить не удается, который бы мог бы влиять на сдерживание китайского фактора на Ближнем Востоке, то ставку против Большого Китая остается делать только вот на Большую Турцию. То есть, по сути дела, возрождается идея Великого Турана, но уже в головах американских стратегов. Великий Туран от Греции, Сербии, Косово до Западного Китая, населенного тюркоязычными уйгурами. И второй, выход, который остается у американских стратегов, это прямая агрессия против Ирана. Это тоже Пентагоном уже планировалось в 2004 году и было сорвано, в том числе силами российского Генштаба. Но, несмотря на то, что это было сорвано, такие планы американский Пентагон не отказался от таких планов. И все это может произойти в момент, пока китайская армия не взяла полностью на официальном уровне под свою опеку, под свое оборонное крыло Персидскую империю, бывшую, под зонтик своего оружия. Вот этот план может состояться. Знаете, в этом во всем образовании все-таки Россия, она не является абсолютным союзником ни для Ирана, ни для Китая. То есть это достаточно сложный, противоречивый союз. И вот эта новая парадигма китайского шелкового пути, в который уже включен Пакистан, теперь Иран, и по сути дела будет включен Афганистан, безальтернативной основе, и который уже будет, по сути дела, закроет эту китайскую ловушку и для Средней Азии. Вот в условиях этого новой парадигмы, которая диктует нам присоединение Ирана, вовлечение его в китайское экономическое пространство, оно абсолютно уникальное для России и беспрецедентное в прошлом, потому что аналогов не было. Дело в том, что Китай уже этой стратегии проделывал в династию Тан и Мин. Китай уже играл в такие большие геополитические игры и с арабским халифатом, и с империей Тимуридов. Россия в это время находилась в качестве небольшого государства, Московского княжества, и, конечно, такого большого опыта у нее нету, когда и азиатские державы взаимодействуют между собой на таком уровне. Поэтому это новый абсолютно для России концептуальный геополитический вызов и интеллектуальный вызов. И, конечно, очень сложно этот вызов решать интуитивно, по наитию, особенно в состоянии нашего китаеведения, когда ни один китаевед публично точно не говорил ничего о
разрастающемся в геометрической прогрессии влиянии, значит, Пекина в Тегеране, в Иране. Мы практически об этом ничего не знали, только люди, которые видели рост числа китайских ресторанов, китайских советников, они, конечно, чувствовали, что Пекин крайне заинтересован в этом союзнике и что реальная стратегия, она строится на продолжении коридора китайско-пакистанского на Иран с выходом на Средиземное море. Вот такова была реальная стратегия Пекина, а не стратегия заявлений и путешествий разных министров иностранных дел. Однако перед тем, как обсуждать для нас выгодные стратегии в этой весьма непростой ситуации, давайте подробно изучим возможный самое большое геополитическое достижение Си Цзиньпина на его посту, а именно это соглашение, и, к слову, это достижение, оно может обратиться против Си Цзиньпина и против всего мира вообще Третьей мировой войной или Первой Евразийской войной, в которой столкнутся и Китай, и США. Значит, речь о чем идет? Речь идет о появившемся уже подготовленном черновом варианте на 18 страницах 25-летнее соглашение о военном сотрудничестве Китая и Ирана, экономическом и военном сотрудничестве. По сути дела, значит, как я уже сказал, речь идет о вовлечении Ирана полностью в экономическую сферу влияния Пекина. В течение 25 лет будет выдана сумма размером примерно $500 триллиона. Это вообще в истории Китая беспрецедентное кредитное соглашение в отношении любой сферы, группы стран или страны отдельной. Все это колоссальная сумма, на которую, по сути дела, покупается полностью Тегеран. И взамен на это, соответственно, как мы понимаем, Пекин берет на вечное довольствие, значит, меч Персидской империи. И взамен на это Иран не только, соответственно, становится вечным поставщиком нефти в Пекин на эксклюзивных условиях, но и реализует на своей территории более 100 экономических проектов, в том числе инфраструктурных. У соглашения есть открытая военная часть, в ней стороны договариваются о совместных учениях, совместной разработке и производстве военной техники, совместных учениях, которые они и так проводят, и, соответственно, обмене разведывательной информацией. Но о чем идет речь? Речь идет, по сути дела, об открытом военном союзе, что стороны, они ранее уже воевали в ИГИЛе, взаимодействовали против ИГИЛа, значит, между собой. А теперь они открыто объявляют о том, что они будут воевать на Ближнем Востоке. В частности, Иран будет воевать с помощью китайской помощи, но уже открыто, значит, продвигая китайские интересы в Сирии, Ливане, Палестине. Значит, и формирование этого союза, что оно действительно происходит в такой уже горячей фазе, нам косвенно сообщает странная смерть китайского посла в Израиле, по сути дела, в противнике этого союза. Соответственно, против кого собираются стороны воевать? Очевидно, что против американских интересов, но конкретно против Турции, Израиля и против Объединенных Арабских Эмиратов, которые совсем недавно к этой коалиции начали присоединяться. Значит, по мере реализации проектов в инфраструктуре Китай берет под собственный полный контроль всю телекоммуникационную отрасль, весь интернет, его контроль, значит, космическое, спутниковое пространство. Естественно, это все будет китайское, на китайском языке. А также, что немаловажно, очень важный момент, будет модернизировать иранский порт Джаск. Значит, что у Ирана, с иранской стороны, у Ирана нет альтернатив. Была альтернатива, значит, в виде Германии, но Соединенные Штаты сами отрезали, значит, Германию от экспорта китайских углеводородов тем, что ввели санкции против Ирана, и, соответственно, сами же Соединенные Штаты загнали Иран в китайскую ловушку. То есть они думали, что Иран сдастся, соответственно, задушить его санкциями, но вместо этого Иран попал в ловушку к самому крупному геополитическому противнику Соединенных Штатов в 21 веке, это Китай.
На тот момент, видимо, американские стратеги абсолютно недооценивали потенциал Китая, как и в России многие, не только в России относились к нему пренебрежительно, как к отсталой азиатской державе. Но это было в корне неправильно, потому что, как показала вот нынешняя ситуация, это была ключевая ошибка, которая загнала Иран, соответственно, в пекинскую ловушку по сотрудничеству. У Ирана нет альтернатив, соответственно, единственный ресурс его это нефть. Он должен продавать как минимум 8,5 миллионов баррелей нефти, соответственно, в день, чтобы хоть что-то, соответственно, играть на мировой арене, существовать как независимое суверенное государство. Естественно, это продавать может только в Китай. Других альтернатив, куда это может продавать, нету. Ну, единственное, что исключение это Индия. Но здесь момент очень сложный, отдельно будет затронут отдельно в дальнейшем. Понятно, что в Иране никто не радуется, значит, вообще продажи полностью страны с потрохами Пекину. Стоило ли вообще проводить исламскую революцию, чтобы потом, значит, сбросить власть неверных, чтобы пойти под власть не то чтобы неверных, но вообще язычников, которые свинину едят в качестве основного блюда, это вообще непонятно. То есть очевидно, что для иранской элиты это выбор культурно и ментально крайне неприятный. Вот в связи с этим во многом связан, конечно, визит иранского министра обороны в Москву на выставку «Армия-2020», потому что вот это вот мощное действие Пекина и народного в Иране, оно рождает определенное противодействие иранской стороны. Иранская сторона, значит, вынуждена сейчас искать третью силу, какую-то нейтральную, она находит ее в лице Москвы, чтобы, соответственно, уж сильно пекинские партнеры персидского льва в слишком тесную клетку не посадили. Вот, кстати, и слово лев и вообще изображение льва это пришло в Китай из Персии, и китайское слово шидзе является заимствованием из персидского языка, на котором лев читается как шир. Вот, чтобы не попасть в эту клетку, соответственно, иранцы, они начинают искать поддержку в лице Москвы. Естественным образом, без какого-либо действия Москвы. То есть в драке двоих всегда выигрывает третий. Понятно, что на данный момент соглашение еще не одобрено парламентом Ирана, и, возможно, вот этот намеченный визит Си Цзиньпина в Иран на сентябрь, такой триумфальный визит, который бы ознаменовал вхождение Ирана, значит, полностью в сферу китайского влияния, он, возможно, будет отложен. Возможно, будет отложен, и, возможно, придется вначале переговорить по иранскому вопросу, по большой иранской сделке с лидером России, учесть мнение, соответственно, нашей страны по вот этому вопросу. И, возможно, переговоры министров обороны России и Ирана, они были связаны в том числе и с этим, чтобы формировать единую консолидированную позицию по вопросу китайского присутствия в Иране и на Ближнем Востоке. То есть вот это постоянно китайцы не учитывают в своих геополитических конструкциях, ведут себя крайне высокомерно, что в целом, конечно, свойственно молодому китайскому государству, еще с периода Мао Цзэдуна, списывают влияние Москвы на Ближнем Востоке, в Средней Азии, думают, что все можно купить деньгами, но, видимо, забываются сами, что если их можно было купить деньгами, что и сделали американцы, то на Ближнем Востоке этот фактор немножко менее значим, чем на Дальнем Востоке в отношении Китая. То есть в данном случае меряют по себе, позицию Москвы, исходя из ее ВВП, не учитывают. В конечном счете постоянно, многократно, не только в Ближнем Востоке, но и в Кавказе, Черном море, Каспии натыкаются на одни и те же грабли. И жизнь, мне кажется, постепенно, конечно, уже научила китайскую элиту и Си Цзиньпина лично, что без фактора Москвы китайская политика вообще в мире обречена, и что Москва должна быть равноценным партнером в новой, скажем так, безамериканской планете. Да, вот, но не до всех, к сожалению, в китайском истеблишменте эта позиция доведена. И, конечно, наша мягкая сила, она российская, должна заключаться в том числе в пропаганде
значит, истории России, роли в мировой политике, геополитике, потому что чувствуется недостаток знаний китайских, соответственно, стратегов в понимании их политики на Ближнем Востоке и в мире в целом и роли России. То есть есть, очевидно, недопонимание, и вот это недопонимание, оно сталкивается как раз с таким скрытым нежеланием третьих стран работать с Китаем без участия России, в том числе вот в Иране. Но вернемся к Ирану, соответственно, вот даже несмотря на то, что иранская невеста, она очень сильно внутри сопротивляется китайской свадьбе, и парламент еще не принял это все, и, по сути дела, еще документ не обнародован, но все-таки в Вашингтоне уже напряглись очень сильно, вызвало панику, это беспрецедентное сотрудничество. По сути дела, ведь о чем речь идет? А речь идет о том, что Пекин открыто будет нарушать американские санкции. Открыто, не тайком, не через третьи подставные лица, не через танкеры с нейтральным флагом, а будет открыто вывозить иранскую нефть. Вот о чем идет речь. То есть, по сути дела, после подписания вот этого соглашения Пекин объявит открытую войну за свои интересы, за углеводороды на Ближнем Востоке, объявит ее Вашингтону. То есть, кто кому войну, правда, объявляет, непонятно. Американцы давно Китаю в эту войну объявили, Китай долго терпел, вот теперь уже, соответственно, не имея выхода другого, понимая угрожающую обстановку, запасаясь, делая рекордно, увеличивая свои запасы нефтяные, вот Китай идет на это открыто, заключая вот эту сделку. Дело в том, что Китай, по сути дела, создавая этот порт в Джаске, он де-факто создает в 4 пунктах влияния: в порте Хамбантота в Шри-Ланке, соответственно, в порте Гвадар в Пакистане, значит, в порте Джаск в Иране и в Джибути в Северо-Восточной Африке. По сути дела, образуется полумесяц китайского контроля над Ближним Востоком. И этот полумесяц, он на самом деле напоминает меч, который занесен над Индийским океаном и, собственно, самой Индией. Потому что этот меч, он решает задачу не только защиты собственных интересов Китая, но и в случае чего может перерезать нефтяную пуповину и для Индии. Индия еще более зависима от нефтяного импорта, чем Китай. 85% нефти экспортируется в Индию. В Китае эта цифра составляет 72%. В общем, для Индии это носит критическое значение. Кроме всего прочего, конечно же, это соглашение полностью выкинет Индию из Ирана и денонсирует, значит, соглашение инвестиционное о строительстве индийского порта в Чебахаре и строительство железнодорожной ветки от этого порта в Афганистан, значит, чтобы сделать определенный крюк в Индию, соответственно, до города Захидан. Вот эта вот ветка длиной 600 километров и порт Чебахар, скорее всего, будут в перспективе 2-3 лет сами китайцы строить, как еще одну параллельную ветку инфраструктурную, свою дорогу жизни, артерии жизни создавать в случае морской блокады. Вообще, часто можно услышать определенную критику таких строительств. Она справедлива только в логике мирной, но она несправедлива в логике войны. То есть в случае реальной конфронтации, а как мы видим, она угрожающими темпами, вот эта реальность, она нарастает. Так в случае реальной конфронтации Китая и Соединенных Штатов, соответственно, лучше любой самый плохой континентальный маршрут, защищенный, он 200% лучше, чем однозначно потопленные американскими судами китайские нефтяные танкеры. Но это однозначно, для этого, собственно говоря, и создается вот этот сухопутный шелковый путь. Но понятно, что Индия, она на это все не смотрит спокойным взглядом, не сидит сложа руки. Значит, Индия, как мы уже говорили многократно, это наиболее вероятный противник Китая в 21 веке. Это соперники в нефти, и в продовольствии, и в захвате сельхозугодий по всему миру, покупки их.
это соперник за рынки Ближнего Востока, Африки, соответственно. И если век 21 будет реально веком Востока, то это и реально два крупнейших борца, конкурента за геополитическое лидерство в 21 веке, во второй его половине. Значит, дело в том, что коронавирус очень сильно повредил планам Индии по созданию реально вхождения Индии в военный союз США. О чем идет речь? Дело в том, что в Конгрессе США существует группа лоббистов индийских из штата Гуджарат, это родной штат премьер-министра Индии Нарендра Моди. Соответственно, эти лоббисты, они в конце 2019 года попытались протащить поправку к закону о национальной безопасности США, в рамках которой Индия бы становилась членом НАТО плюс 5, то есть становилась НАТО плюс 6. Соответственно, о чем идет речь? Речь идет о азиатском НАТО, это союзники НАТО в Азии, это прежде всего Япония, Австралия, Южная Корея, Израиль. То есть вот, соответственно, лоббисты из Гуджарата, которых, кстати, поддержало еврейское лобби в США, соответственно, они планировали такое вхождение Индии в такой союз. То есть это не только предоставление военной помощи, такой оборонительный союз в случае нападения третьих стран, это и, соответственно, обмен технологиями и предоставление инфраструктуры военной. То есть вот практически в конце 2019 года Индия практически чуть ли не вошла в этот союз, но у них это не получилось. Значит, что у них получилось? Очень сильное лобби, потому что американцы очень позитивно смотрят на союз Индии и США, в отличие от Китая, значит, противовес Китаю. У них получилось признать на законодательном уровне за Китаем статус агрессора в пограничной индийско-китайской зоне. Соответственно, это уже немало. То есть это лобби продемонстрировало свою силу. Лобби, которое базируется не только на позитивном отношении, соответственно, американской и еврейской элиты, в том числе на союз Индии, но оно базируется на огромной индийской диаспоре в США, которая растет просто какими-то бешеными темпами в последние годы. Поэтому в связи с этим, конечно, отвлекаясь вот на индийскую составляющую, конечно, в связи с этим очень кажется эфемерным союз России и Индии. То есть Индия не делает ставку на Россию в данном случае. Большая часть нынешней правящей элиты в Индии, пока Нарендра Моди у власти, делают ставку, соответственно, на США. То есть страна хочет бросить себя в топку китайской войны, стать основным ударным кулаком Соединенных Штатов и взамен на это получить, соответственно, ярлык на правление в Евразии. Вот что хочет Индия. То есть это вполне себе реализуемый план на данный момент. Соответственно, говорить о таком союзе Москвы и Нью-Дели в нынешней ситуации, пока Моди у власти, наверное, это как минимум пока не очень реально. И, соответственно, но все-таки у нас осталось очень много влияния с советской дружбы, очень много связей и так далее. И, конечно, вот эти связи, они блокируют немного авантюрную политику, скажем честно, Моди, соответственно, и не дают ему развязать полностью, значит, войну против, соответственно, Китая, полностью отдаться в руки, соответственно, американцам. Вот наше все-таки присутствие какое-то есть, но оно не контрольный пакет, мы не влияем, не можем заключить с Индией полноценного союза. Значит, что касается и американской повестки в отношении России, то есть наличие такой ставки на Индию, оно тоже очень сильно девальвирует планы либеральной части, прозападной части российской элиты, что мы можем стать неким ударным кулаком, главным союзником, соответственно, американцев. Нет, мы не будем главным союзником американцев против Китая. Максимум, что можно претендовать, один из союзников, наиболее уязвимый, и, соответственно, первый же, который будет, соответственно, поврежден Китаем. Поэтому рассчитывать на то, что у нас будут какие-то большие, значит,
большие плюсы от такой вот геополитической конструкции антикитайской, ну, наверное, не стоит, потому что есть уже Индия. Индия достаточно прочно застолбила за собой влияние в США, и поэтому она его будет использовать. И вряд ли Россия сможет конкурировать с Индией за вот это американское, за место главного борца с Китаем. Вернемся все-таки к нашему ролику, почему назван Третья мировая, Первая евразийская. Ну, вот 2020 год он начался с военных действий США против этой оси Пекин-Москва-Тегеран. И, соответственно, сейчас, когда выборы президента США приближаются, ну, вообще не только выборы, а вообще политический кризис в США, который многие хотят решить за счет войны с Китаем, вот когда он приближается, этот кризис, новый виток обострения, он вполне может случиться сейчас. То есть также на том же участке, соответственно, Арабского моря, Персидского залива. Значит, почему это все может случиться? Сейчас вот в целом у Пекина нет сомнений, что в принципе Пентагон он будет действовать в отношении Китая по японскому сценарию 1941 года. То есть, как и в отношении Японии, Пентагон в начале перед военной агрессией он применит длительное нефтяное эмбарго. То есть, и это нефтяное эмбарго, оно, соответственно, возможно, вот именно с этим, с каким-то знанием Пекина о том, что готовит Вашингтон, связано удвоение нефтяных резервов Китая. То есть этого не было очень давно. Сейчас Китай может полгода, раньше это было всего 90 дней, соответственно, полгода и даже больше обойтись собственными резервами в поставке для собственной экономики, не закупая нефть из-за рубежа. Значит, дело в том, что в отношении такого нефтяного эмбарго, после того, как оно будет проведено, очень сильно будет подорвана экономика Пекина. Соответственно, в Пекине, в Китае появится, она есть, но в данном случае она проявит себя открыто, проамериканские силы, которые потребуют смены режима, либо будут, соответственно, той группой, которая откроет двери американским военным в Китае. Значит, вот такой стандартный достаточно план, который использовала США в отношении Японии, сейчас будет использовать, ну и в отношении, в принципе, Ирака, там, комбинативно. Соответственно, он будет использоваться и в отношении Пекина в случае обострения. А то, что обострение будет идти дальше, вот никаких сомнений нету. Нету факторов, которые бы способствовали бы к деэскалации, значит, конкуренции Пекина и Вашингтона. Таких факторов нет. Есть зато факторы множественные, которые будут способствовать дальнейшему усилению борьбы и конкуренции. Соответственно, Пекин пытается быть готовым к таким действиям своих американских бывших союзников. И, к слову говоря, вот такая есть вероятность, в том числе и ядерных ударов по, соответственно, Китаю. Раньше это было просто немыслимо. Там 30 лет дружбы с Западом, это просто эти мысли, они были уделом даже не сумасшедших, это уже сумасшедших таких мыслей не возникало. Но вот сейчас все меняется. Китай больше не рынок для американцев, а просто конкурента. Конкурента можно смести с лица земли, соответственно, промышленные мощности и так далее. Ну, если по Японии американцы нанесли ядерный удар уже во время завершения войны, то очевидно, что ястреб республиканец Трамп, он с легкостью пойдет на такой сценарий, соответственно, китайский. Вот. Соответственно, интересно, кстати, по поводу Японии заметить, что вот этот вот зоологический расизм, которым отличается вообще американская элита в отношении азиатов, он сопровождался таким иезуитским коварством. Дело в том, что бомбили американцы именно центр христианства, так, чтобы вот местное население это сочло как проявление некой божественной воли, откровения апокалипсиса и так далее. И понятно, что если будут какие-то удары наноситься по Китаю, то тоже будет по христианским центрам, которых христиан стало очень много в Китае. Соответственно, тут аналогии прямые, и действия Пентагона будут по кальке, как в отношении Японии, так и в отношении Китая. В Китае это прекрасно, соответственно, осознают. Значит, в отношении нефтяного эмбарго, которое может быть, ближе к нашей теме, к Ирану,
оно тоже может быть двух видов. То есть первое — это прямое уничтожение каких-то нефтяных танкеров и так далее в Малакском, Тайваньском проливе, значит, в Ормузском проливе и так далее. Либо это может быть удары как раз вот по нефтяным союзникам, да, Китая. Но если независимым нефтяным поставщикам, там Венесуэла, Иран, Россия, да, то есть, но если в отношении России такие удары невозможны, то у Венесуэлы, Ирана ядерного противоядия вот против таких действий Пентагона нет. И, соответственно, из-за этого такая вероятность того, что нефтяное эмбарго будет, не эмбарго, а нефтяное давление будет осуществляться в том числе и по косвенным ударам по нефтяным независимым поставщикам в лице Ирана, эта вот вероятность очень сильно возрастает. Но это только часть, соответственно, плана и часть действий США, и, возможно, именно эти действия США, эта стратегия, она толкает Пекин на то, чтобы ускорить свое подписание соглашения с Ираном с колоссальной суммой сделки, то есть сделка, от которой невозможно отказаться. Но это только часть. Соответственно, вторая часть давления на такие мощные разросшиеся связи Китая в Евразии — это, соответственно, тюркская стратегия Вашингтона по, соответственно, созданию Турции и созданию большой зоны, соответственно, влияния Турции и американцев, и британцев на, соответственно, тюркоязычное население Центральной Азии прежде всего и Западного Китая. Значит, о чем речь? Значит, если в головах у нас пантюркистов идея, значит, восточного Турана, она не новая, и она вот эта вся новость о том, что, соответственно, у США появилась такая ставка на Турцию, она, конечно, заиграла лучами вот этого великого Турана, восточного Турана. На практике реально речь идет о создании второго исламского государства, пылающего пламенем гражданской войны, но уже на основе не арабов, а тюркоязычных народов населения Средней Азии, Западного Китая. Ну и Кавказа, кстати говоря. Разумеется, центр этого всего движения должен быть в Средней Азии, и потому что как раз именно там и пролегает, соответственно, восточный, там и пролегает, соответственно, коридор Шелкового пути. Значит, в пользу этого говорит то, что новыми главами, значит, разведывательных структур США и Великобритании, ЦРУ и МИ-6 стали специалисты по Турции, тюркологи, практикующие, знающие турецкий язык, прорабатывавшие очень много лет там, то есть это говорит в пользу вот этой большой стратегии, соответственно, то, что это не пустые слова. Также учения Турции и США, значит, в Средиземном море тоже это отдельная ставка. Ну и формирующий, соответственно, союз Ирана, России и Китая формирует союз Турции, Израиля и Соединенных Штатов. Понятно, что это для России идея этого Турана великого, она тоже не несет ничего хорошего. Мы, соответственно, Казахстан входит в систему ОДКБ. Мы граничим с Азербайджаном, то есть это для нас несет определенные новые геополитические риски, в том числе, кстати говоря, и противостояние в Нагорном Карабахе уже имеет уже не старую какую-то советскую традиционную природу, а уже имеет новую с вовлечением вот этой вот геополитической конструкции присутствием Китая. Соответственно, у нас есть отношения как с Турцией и Израилем, так и с Ираном и Китаем. Конечно, это делает очень большой, сложный для России такую сложную позицию. Очень темно. Ну, по сути дела, радикальные действия Китая в Иране, Афганистане, масштабные вливания и вот также план США по продвижению интересов Турции, по масштабным, соответственно, действиям на базе тюркских народов, не помещают вообще Россию между двух огней. И здесь вот нету какого-то однозначного ответа вообще, как действовать России в этой новой геополитической конструкции, да, с учетом риска и действий Турции, и
сложных рисков, которые несет усиление Китая в Иране. Но, тем не менее, все-таки визиты, во-первых, министра обороны Индии на парад в Москву 24 июня и вот недавние встречи министров обороны России и Ирана, все-таки, конечно, они показывают очень многое. Дело в том, что вот, как я уже сказал выше, вот это появление Китая на Ближнем Востоке, вот именно с его холодным китайским расчетом на вовлечение Ближнего Востока, Средней Азии в орбиту китайского влияния, он натыкается на очень сильный, скрытый, но все-таки усиливающийся постоянно протест местных элит, которые не готовы принять на самом деле китайский диктат в регионе. Даже насколько бы соблазнительно не была бы экономическая интеграция с Китаем. Все-таки элиты местные, они с опасением относятся к росту китайского влияния. И, соответственно, они понимают, что Китай, он несет теперь уже не только, соответственно, процветание, какие-то политически нейтральные деньги. На самом деле они видят, что рост усиления Китая, он уже несет и геополитические риски, что эти страны, которые вовлекаются в орбиту влияния Пекина, они становятся полем битвы, соответственно, а не полем развития. И, конечно, вот элиты евразийских государств, они начинают уже видеть в Москве достаточно устойчиво уже некую позитивную роль вот именно третьей силы в противостоянии Пекина и Вашингтона, которые, вот, собственно, как я уже сказал выше, они, соответственно, делают из этих стран площадки поле битвы, а не место развития. Ну, очевидно, что политика Москвы в Ближнем Востоке, это и Евразии в том числе, это максимальный контроль над транспортными путями углеводородов. Но очевидно также, что эта политика, она всегда натыкается на то, что наши собственные экономические позиции, позиции Москвы, они несопоставимы ни с Вашингтоном, соответственно, ни с Пекином. И при этом, при всем, казалось бы, да, парадоксально, наоборот, вот на руку Москвы играет бездумное наращивание влияния Пекина в странах Ближнего Востока, Средней Азии, и естественным образом это влияет на рост позиций партии Москвы, в кавычках. Вот тех элит, которые уже отказались от американского влияния, но не хотят видеть свою страну колонией Китая. Китай, в свою очередь, как видим, все-таки не вынес уроков из политики, колониальной политики Запада и сейчас жадно пытается вырвать буквально изо рта добычу в виде стран Ближнего Востока изо рта Соединенных Штатов. Это видно, что колониализм Запада ничему не научил китайцев. Раньше страны Ближнего Востока, они действительно видели в Китае какого-то нейтрального партнера, теперь они будут остерегаться роста его влияния. И в конечном счете начнут искать новую опору, но уже не в США. При этом мы должны понимать, что сегодня, когда Китай идет на открытую конфронтацию с США, то победителем будет та страна, которая последняя, скажем так, окажется втянутой в эту масштабную конфронтацию Китая и Соединенных Штатов. Тут нужно заметить то, что вот в отношении исламского мира у Москвы очень благоприятная позиция. То есть, с одной стороны, Москва не занимается политикой китаизации мусульман, как это делается в Китае. И, естественно, конечно, это большим пятном сядет на имидж Ирана как исламского государства в случае его союза с Пекином. А с другой стороны, Турция, пошедшая на союз с Израилем, также теряет моральный авторитет в глазах мусульман Ближнего Востока. Поэтому вот у Москвы здесь очень хорошая позиция, которую можно реализовать как раз через опору на
те самые третьи силы, которые не хотят попасть под контроль Вашингтона или Пекина. Моральное лидерство Москвы позволит нам стать лидером всех нейтральных, консервативных сил Ближнего Востока. При этом не надо будет вкладывать никаких ресурсов. То есть здесь фактор экономики практически нивелируется перед фактором того, что элиты не хотят быть поглощенными ни американцами, ни китайцами. Достаточно просто Москве наблюдать за нарастающим конфликтом Китая с США на Ближнем Востоке, и партия Москвы будет расти сама собой. Хочу вспомнить историю о том, что Китай уже пытался налаживать отношения со Средней Азией и с Ираном. Тогда они все находились под контролем Тамерлана, империи Тимуридов. Но все-таки, несмотря на то, что долго отношения внешне сохраняли очень благостную картину, все-таки под конец жизни Тамерлан собрался пойти войной на Китай. Не может быть истинный мусульманин под контролем язычников. Не может он им платить дань. Странно, что китайский МИД так плохо знает историю исламских государств и их взаимоотношений с Китаем. И трудно себе представить все-таки, что у Китая хоть что-то получится в Ближнем Востоке, ну и вообще по всему миру, без твердой поддержки Москвы. Спасибо. 东方红。东方红，太阳升，中国左流个毛泽东，他是人民辛苦抚养海洋，他是人民大家好。毛主席。 是我们的大路人，为了建设中国富裕海洋，令到我们站起起。共产党像太阳。